Добрый день! Мы сегодня поговорим о секретах исполнительской интерпретации фортепианных произведений испанских авторов. У меня был уникальный опыт учиться в Барселоне в течение 5 лет у прославленной испанской пианистки и педагога Алисии де ла Роче. Я проходила специально у нее образовательный курс, который назывался «Мастер де ла музика эспаньола». Этот курс включал несколько этапов. Каждый этап включал сочинения обязательные, сочинения на выбор. И вот мое обучение растянулось на 5 лет, и за эти 5 лет я не только освоила особенности исполнения фортепианных сочинений испанских авторов, узнала очень много сочинений и композиторов из истории испанской музыкальной культуры. Я еще смогла погрузиться в историю развития каталонской фортепианной школы, ярким представителем которой и является Алисия де ла Роче. На экране вы видите 2 портрета Алисии де ла Роче и Энрике Гранадеса. Вы меня спросите, отчего же я их поместила вместе. Дело в том, что Алисию де ла Роче можно назвать музыкальной внучкой Гранадеса. Она училась у ученика Гранадеса, которого звали Франк Маршал. Но обо всем по порядку. Давайте обратимся к истории каталонской фортепианной школы. В ее основании 2 имени – Пере Тинторер и Хуан Батиста Пухоль. Оба эти музыканты, педагоги, учили Энрике Гранадеса. И, конечно, когда мы говорим вообще о школе, невозможно ее существование без методических трудов. Вот, собственно, в принципе, мы начинаем говорить о школе, когда появляются какие-то методические исследования, да, появляются труды, научные статьи. Так вот, у Пере Тинторера есть несколько пособий, которые называются «Искусство пианиста», «Метод фортепианной игры», «Фортепианная школа». У Хуана Батиста Пухоля «Новые устройства фортепиано». А Энрике Гранадес, он автор нескольких трудов, которые посвящены использованию правой педали, орнаментальным украшениям, сложностям фортепианной техники, это упражнение его для 4-5 пальца, и краткие замечания по поводу исполнения штриха легато. Вот, как видите, оказывается, Гранадес был не только композитором замечательным, но еще и методистом, и основателем Академии. Академия Гранадеса основана она была в 1901 году в Барселоне. У Гранадеса был чудесный ученик, англичанин по происхождению, Франк Маршал Кинг. Вот он продолжил методические изыскания Гранадеса и написал несколько трудов об использовании педали и звучании фортепиано. Алисия де ла Роче не занималась научно-методической деятельностью, она все-таки посвятила себя именно исполнительской карьере, но она являлась носительницей устной традиции исполнительских и педагогической академии Гранадеса, которая потом получила имя Маршала. Вот здесь как раз я изложила название педагогических трудов Гранадеса. И вот вы видите первую страницу его упражнений для 4-5 пальца. Эти замечательные упражнения, если вдруг они вызовут у вас интерес, то обязательно я с ними с вами поделюсь. Должна признаться, что когда я проходила курс мастера испанской музыки в Барселоне, я к этим упражнениям обратилась. Дело в том, что они действительно хорошо очень как-то укрепляют 4-5 палец, которые очень необходимы в исполнении многочисленных орнаментальных украшений музыки испанских композиторов. Академия Маршаль – это ее эмблема. И я здесь перечислила выпускников этой академии. Здесь удивительные музыканты, известные имена. Роберто Херард – это композитор, Кончита Бадия – замечательная певица, Хосе и Ампаро Итурби – тоже замечательный пианист, Роза Сабатер – пианистка испанская, замечательная, Марта Сабалета, Луис Фернандо Перес, ну и себя я тоже упомянула, это уже вот поколение, да, последнее, которое имело счастье учиться у Алисии де ла Роче, вот тоже выпускники Академии Маршал. Ну вот здесь изображен Энрике Гранадес за роялем в Академии. Здесь 2 замечательные фотографии. Франк Маршал со своей ученицей Алисией де ла Роче, когда ей было 4 года, ну и потом уже, когда она стала его ассистенткой, это где-то 50-е годы. Любопытно, что у Алисии де ла Роче был единственный педагог, она больше никого не занималась. Вот как она перешагнула порог Академии
в 4-летнем возрасте. Вот так она и занималась у своего наставника, потом ассистировала ему. Вот такая вот удивительная преданность своему педагогу. Вот здесь вы можете увидеть, какие сочинения нужно было пройти в курсе «Мастер де ла музика эспаньола». Испанские танцы, сюита гаески, романтические сцены и концерт на аллегро Гранадоса. Сонаты Антонио Солера, пьесы и сюиты Иберия и испанской сюиты Исаака Альбениса, каталонскую сюиту Франко Маршала, фантазию Бетику, 4 испанские пьесы и сюиту для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» Мануэля де Фалии, цикл «Женщины Испании» Хоакина Турины, героический концерт Родриго, избранные песни и танцы Фредерико Мампу, сонатину для Ивет, концерто бреве для фортепиано и оркестром Авьера Монсальваджи. Вот здесь вы видите зал, концертный зал Академии, в который проходили мастер-классы. Происходило это так. Я садилась за рояль или любой другой участник мастер-класса. Алисия де ла Роча вместе с партитурой и карандашом в руках усаживалась за стол и слушала исполнение. И пока участник мастер-класса играл, она для себя там делала какие-то пометки. После этого она садилась за второй рояль, и, собственно, начинался урок. Он всегда сопровождался показом конкретных пианистических приемов. То есть это была не только теория, а практика. И вот это был, конечно, бесценный опыт. Переведу цитату Алисии де ла Рочи. «Для того, чтобы грамотно исполнять испанскую музыку, вовсе не обязательно быть рожденным в Испании. Скорее, необходимо понять природу испанской нации, познать характер ее представителей, их видение жизни». Основной раздел – секреты интерпретации фортепианных произведений испанских композиторов. Ну а теперь поговорим, собственно, о секретах исполнительского мастерства. Дело в том, что я, когда подготовила программу первого этапа курса мастера испанской музыки, я приехала в Барселону и стала играть своим знакомым испанским музыкантам. И заметила, что они как-то так улыбаются снисходительно. Я спросила, от чего, что в моем исполнении не так. Я честно выучила программу. Они мне ответили: ты знаешь, ты играешь пьесы Гранадоса как русскую музыку, в этом ничего испанского нет. И тут, конечно, я задумалась, что же не так в моем исполнении. И, собственно, это и подтвердила моя будущая наставница на первом уроке, что играла я вовсе не так, как того требовали традиции исполнений, ну и вообще сам вот этот испанский колорит, который ассимилировал Гранадос и другие испанские композиторы в фортепианных пьесах. Еще одно такое наблюдение. Я обратила внимание на то, что, играя, Алисия де ла Роча совершает частые, очень компактные движения над клавиатурой. Вначале я решила, что это просто ее индивидуальный стиль. Но вот мне потребовалось время понять, чтобы это особая фортепианная техника, которая необходима для исполнения фортепианных сочинений испанских авторов. И вот с чем это связано. Динамические и агогические нюансы, разнообразные штрихи, порой на фоне выдержанного баса, форшлаги и морденто. Это вот все, что обычно содержит фортепианные партитуры испанских композиторов. Какова их природа? Почему, собственно, это так? Ритмическая акцентуация, которая свойственна метаритмическим формулам или компасам различных стилей фламенко, находит воплощение в фортепианной фактуре в динамических и агогических нюансах, разнообразных штрихах, порой на фоне выдержанного баса, форшлагах и мордентах. Вы знаете, что искусство фламенко предполагает танцовщицу, исполнителя на кахоне, ударном инструменте, на гитаре. Также исполнители часто отбивают чечетку, сапатадо, либо еще музыканты прихлопывают ладонями. Да, то есть вот такое полифоническое действо. Так вот, синкретическое триединство ритма, голоса и движения находит воплощение в фортепианной фактуре в интонировании разнообразных ритмоформул, полифонически изложенной фактуре и темпоритме. Давайте обратимся к компасам фламенко. Что же это такое? Довольно большая группа форм фламенко имеет ритмический рисунок компаса солеа. Его четырехтакт состоит из 12 долей и имеет следующую расстановку акцентов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я цветом выделила такие опоры, на которые приходится акцент. Этот ритм с акцентами, отбиваемый на перкуссионном ящике или кахоне, разбивается ударами кастаньет, питос или хлопками ладоней, палмас, который приходится на счет и между долями
в частности, между первой и второй, четвертой и пятой, седьмой и восьмой и так далее. Внутри основной формы этого компаса исполнители фламенко нередко вставляют дополнительные опоры, образуя синкопы. Раз и два, три, 4 и 5, 6, 7 и 8, 9 и 10, 11, 12. Да, ну вот можно в этом убедиться, если послушать и посмотреть, конечно, фламенко. Это очень красивое представление всегда, и вот именно полифонично, как я сказала. Вот как видно в данных примерах, акцент отсутствует как в начале компаса, так и на первой доле некоторых тактов. В компасе веселого подвижного танца тангос на первый счет музыки и вовсе приходится пауза. Итак, с помощью темпа ритма исполнитель может привнести в музыку характерный национальный колорит, сообщая ей необходимую экспрессию. Давайте разберемся конкретно на примере некоторых произведений. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран. «Эль Пуэрто» – пьеса из сюиты «Иберия» Исаака Альбениса. Смещение ритмической опоры – часто встречаемый прием в фортепианных сочинениях испанских авторов. Вот я тут красным фломастером выделила акценты, которые приходятся на слабое время. Их нужно обязательно делать. Прослушайте, пожалуйста, иллюстрацию этого фрагмента и посмотрите на движение рук, которые необходимо делать для того, чтобы воплотить вот эту идею Исаака Альбениса в жизнь. Другой пример – это уже «Гранадос» – «Галантные ухаживания» из цикла Гаески. Этот фрагмент. Это пример несовпадения ритмического акцента с метрическим. Приведу цитату Бернарда Шоу, который утверждал: «Запись речи беспомощна, когда требуется передать интонацию». Вот об этом нужно обязательно думать, исполняя музыку испанских авторов. Обратимся теперь к Фалли, к его 4 пьесам испанским. Эта пьеса называется «Кубана», и это хороший пример поговорить о триоле. Это часто, эта ритмическая фигура встречается в произведениях испанских авторов. Я помню, что сразу она мне не давалась. Вот какая-то не такая она мне получалась, и все. Надо сказать, что она получается не совсем ровная внутри и всегда с опорой на первую ноту в триоле. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь я стрелочками отметила движение правой руки на начало линии. И послушайте, пожалуйста, фрагмент.
своих фортепианных сочинениях испанские композиторы часто обращались к имитации гитарных приемов. Вот некоторые из них. Расгиаду. Вот есть тут картинки, вы можете увидеть. Полнозвучные аккорды, извлекаемые за счет быстрого удара по струнам движением правой руки, напоминающим раскрытие веера. А вот вам иллюстрация фортепианной музыки такого приема. Снова Гранадас, Лос Рикуэброс из Гаескас. И вот тут тоже красным фломастером отметила воплощение, да, ассимиляции этого приема гитарного в фортепианной фактуре. Еще гитарные приемы. Арпеадо, то есть арпеджируя, один из основных приемов игры на гитаре фламенко, создающий ажурную вязь звуков, который в свою очередь является главным элементом характера флорео, то есть цветистый от испанского флореадо. А вот иллюстрация, видеоиллюстрация этого приема в фортепианном сочинении. Альбенис, Гранада. Обратите внимание на арпеджиато в партии правой руки. Другой характерной особенностью фортепианных произведений испанских авторов является необыкновенный мелодизм. В сюите Гаески Гранадас дает конкретные пояснения, такие как копла, то есть куплеты, или тонадилья, от слова тонада – песня, подчеркивая народно-песенное начало лирических эпизодов. Нередко встречаются авторские ремарки «molto espressivo», «sonoro», «ben sentimiento». То есть все это о пении, экспрессивном выразительном пении. Важный очень момент – это интонирование, о котором я говорила. Вот то, что написано порой в нотах, требует расшифровки. Например, концерт на Аллегро Гранадаса, его побочная партия. Вот в тексте лиги одни, а интонировать надо совершенно иначе. Лиги становятся более дробными. Как раз в этом есть отличие от лиг фортепианной музыки русских авторов. В русской музыке фразы широкого дыхания, а в испанской – дробные. Вот поэтому за этим нужно следить. Снова Лос Рикуэброс из сюиты Гаески Гранадаса. И вот пример того, как композитор отмечает прямо в тексте копла, да, то есть куплеты, пение. И послушайте иллюстрацию, как это необходимо спеть на рояле, заботясь о красивом легато и в главном голосе, и сопровождающем голосе, аккуратно используя педаль. Да.
Еще один прием – пунтеадо. Характерный стиль игры на гитаре фламенко, когда токаор исполняет мелодию, извлекая ноты указательным и средним пальцами правой руки поочередно и эпизодически применяет аккорды. В испанской фортепианной литературе прием пунтеадо воплощается с помощью штриха стаккато. Вот Альбинес или Альбасин и сюита Иберия тоже вот в качестве примера. О триоле я сказала, и еще очень важно обратить внимание на то, как исполнять орнаментальные украшения. Алисия де ла Роча рекомендовала всегда использовать подмену пальцев, то есть не играть какой-нибудь марден вторым, третьим, вторым пальцем, например, да, а первым, третьим, вторым, вторым, четвертым, третьим, то есть менять разные пальцы обязательно для более ясной артикуляции. Вот здесь как раз я отметила пальцы, которые можно использовать при игре мардентов в Эль Пуэрто Альбинеса. И еще относительно исполнительских приемов хотела вам проиллюстрировать Эль Пелеле, то есть соломенная кукла из сюиты Гаески Гранадоса. Здесь мы об этом еще будем говорить, о том, какой был метод у Гранадоса в создании этой замечательной сюиты. Да, он обращался к живописи Гои, и есть такая картина, она так и называется, Эль Пелеле, вот, на которой изображены махи, подбрасывающие эту соломенную куклу вверх. И вот это движение куклы вверх должно быть отражено в определенном приеме исполнительском на фортепиано, вот, который относится вот к этой ритмической фигуре 16-й паузы, 2 16-е и 8-я. Послушайте, пожалуйста, видеоиллюстрацию. В заключение я хотела бы сказать, что понятие «школа» Гранадоса подразумевает комплекс музыкально-выразительных средств и совокупность эстетико-стилевых принципов. Поэтому, ну вот вкратце хотя бы я обозначила их для вас. Надеюсь, что они вам будут интересны. Спасибо.